Здравствуйте, я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний мастер-класс будет зимним и сказочным. И проводить его я буду не одна. Ко мне присоединится мой сын Артем. Всем привет! Вместе мы покажем, как сделать пряничный домик с декором из полимерной глины. Основу домика мы будем делать из пенокартона. Из него мы вырезали переднюю и заднюю стенки, 2 боковые стенки и 2 детали для крыши. Для декоративной отделки домика нам понадобится фоамиран с блестками. Вырезаем из него те же детали домика, что мы вырезали из пенокартона. Все шаблоны вы сможете найти в моей группе ВКонтакте. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Из фоамирана белого цвета вырезаем двери, 2 окна. Теперь нам понадобится самоклеящаяся голографическая бумага серебряного цвета и картон. Отделяем защитный слой и приклеиваем бумагу на картон. Затем приклеиваем окна к картону с бумагой и вырезаем их. Вот что у нас получилось. Приклеиваем окна к боковым стенкам домика. К передней стенке приклеиваем дверь. Украшаем дверь витым шнуром. На конец шнура наносим клей, чтобы он не раскручивался. И приклеиваем шнур по краю дверки. Второй конец шнура тоже фиксируем с помощью клея. Клеевая полубусина станет ручкой для дверки. Какой пряничный домик без сладостей? Где конфеты, пряники, печенье? Сейчас. А для изготовления сладостей нам понадобится полимерная глина. Берем 2 длинные колбаски из полимерной глины белого и красного цвета и скручиваем их вместе. Получается жгутик. Заворачиваем его в улитку. Получается леденец. Такой же леденец делаем из колбасок зеленого и белого цвета. Теперь нам понадобится формочка в виде сердечка и пласт полимерной глины карамельного цвета. Из глины формочкой вырезаю сердечко. Это будет имбирный пряник. С помощью зубной щетки придаю глине фактуру теста. А вот зубы этой щеткой больше не почистишь. Колбаской белого цвета выкладываем сердечко. В итоге создается впечатление, что это глазурь на прянике. Силиконовой кисточкой заглаживаем стык между 2 концами колбаски. И отправляем наши сладости запекаться. Раскатываем 2 пласта полимерной глины белого и зеленого цвета. Накладываем один на другой. Прикатываем пласты скалочкой. Лезвием отрезаем лишнее, чтобы получился аккуратный прямоугольник. И заворачиваем его в рулетик. Катаем его по рабочей поверхности, чтобы слои хорошенько пристали друг к другу. Такой же рулетик делаем из глины белого и красного цвета. И нарезаем рулетик на одинаковые части. В результате у нас получаются разноцветные леденцы. Так и хочется их слопать. По такому же принципу мы сделали леденцы меньшего размера. Из пласта полимерной глины карамельного цвета маленькой формочкой в виде сердечка вырезаем 8 деталей сердечек. Теперь нам понадобится формочка в виде медвежонка. Этой формочкой вырезаем 8 деталей. А медведи-то здесь при чем? А медведи у нас превратятся в пряничных человечков. Для этого отрезаем им ушки. Бедные мишки. Теперь это не мишки, а пряничные человечки. При помощи зубной щетки придаем пряникам фактуру. Колбаску белого цвета нарезаем на маленькие части и катаем из них шарики. Из этих шариков делаем человечкам глазки. Маленькая тоненькая колбаска станет ротиком. Затем приклеиваем пуговки. На пряничках-сердечках колбаской белого цвета создаем имитацию глазури. Вот что у нас в результате получилось. Отправляем наши сладости запекаться. Из колбасок белого и красного цвета скручиваем жгутики. Их нам понадобится 4 штуки. Катаем жгутики по рабочей поверхности, чтобы они стали ровными и гладкими. Один конец жгутика загибаем. Получается леденец тросточка.
Теперь нам понадобятся колбаски зеленого, красного и белого цвета. Складываем их вместе таким вот образом. Перекручиваем. И катаем полученный жгутик по рабочей поверхности. Разрезаем его на две равные части. И загибаем кончик. Из глины белого и красного цвета мы сделали еще 6 маленьких леденцов. Отправляем леденцы запекаться. Ой, сколько вкусноты! Так и хочется все это съесть. Нет, 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 это же не настоящие сладости. И есть их нельзя. Приступаем к декорированию домика. К передней стенке приклеиваем большой пряник в форме сердечка. Справа и слева от дверки приклеиваем леденцы. Теперь берем деревянную шпажку, прикладываем ее к стенке домика и карандашом делаем отметку. Лишнее отрезаем и приклеиваем шпажку к стенке домика. Получаются леденцы на палочках. К боковым стенкам приклеиваем леденцовые тросточки. Сверху и снизу от окошек приклеиваем маленькие леденцы. На деталь для крыши из фоамирана приклеиваем маленькие сердечки, большие леденцы и пряничных человечков. Для удобства мы предварительно наметили карандашом места, где будут размещаться сладости. Все леденцы покрываем глянцевым лаком, чтобы они блестели, как настоящие. А вот прянички покрывать лаком не стоит, они блестеть не должны. И вот что у нас получилось. Вырезаем елочки. 4 штуки из фоамирана и 2 штуки из пенокартона. Детали елочек из пенокартона обклеиваем фоамираном с 2 сторон и украшаем елочки маленькими леденцами. Из пенокартона вырезаем прямоугольник с размерами 20 на 23 сантиметра. На одинаковом расстоянии от краев делаем 2 прямоугольных отверстия, размеры которых соответствуют толщине пенокартона. В эти отверстия будут вставляться елочки. На прямоугольник из пенокартона наклеиваем лист фоамирана такого же размера. Прорезаем фоамиран в тех местах, где на пенокартоне расположены отверстия. На детали крыши из пенокартона приклеиваем фоамиран с декором. Склеиваем переднюю, заднюю и боковые стенки домика. Пока это только каркас. Ну, мама, сейчас мы это исправим. Посмотри, так уже лучше. Но у домика нет крыши. И это поправимо. Но здесь еще чего-то не хватает. Добавим домику еще чего-нибудь вкусненького. Например, леденцы по углам. А где же снег? Сейчас же зима. А вот и снежок. Вот такой чудесный сказочный домик у нас получился. Он станет интересным украшением интерьера в новогодние праздники. А если вам понравился наш мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!